Для чего нужен инструмент Prune в разделе весов и как им пользоваться. Он позволяет нам сократить количество костей, воздействующих на каждый отдельный вертекс, и степень воздействия костей. Поэтому, используя данный метод, можно облегчить анимацию для просчета. Собственно, как я работаю с инструментом Prune. Я открываю несколько вкладок, превью, где мы будем в реальном времени рассматривать результаты наших манипуляций с инструментом Prune. Дальше открываем метрику, где нам нужно обратить внимание на Vertex Transforms. Сейчас 2600. И открываем вкладку весов. Вот наш инструмент Prune. Сейчас он не активный, так как нам надо выбрать Mesh, с которым работать. Далее, как я поступаю, я выделяю сразу все меши. Для этого заходим в фильтр, выбираем меши, выделяем их все. Теперь, когда выделены меши, кнопочка Prune стала активна. Нажимаем. Здесь в окне настроечек у нас есть два слайдера. Первым мы регулируем максимальное количество костей, которое будет воздействовать на Vertex. И в поле Threshold мы задаем значение веса, ниже которого кость будет отсекаться. То есть кость, которая будет меньше, чем 5,5, она будет убираться, не будет воздействовать на mesh. При настройках по умолчанию, это 4 для кости и 5,5, для вертексов у нас уже удалилось 644 весов. Это, по сути, удалилось 644 Vertex трансформа. И анимация сразу стала на пятую часть легче для просчета. При этом мы видим все, что происходит с символом. Мы можем манипулировать настройками, смотреть и подбирать наиболее оптимально. То есть мы можем уменьшать количество костей. Тем самым Vertex удаляется еще больше весов, но могут быть недостатки в анимации. И вот мы сейчас видим, что волосы начали дергаться. То есть какая-то кость, которая имела вес на эту область, уже никак не влияет, и у нас уже полезли дефекты. Поэтому надо вернуть обратно. Таким образом удобно, мы видим сразу всю картину. Еще что можно сделать, если у вас очень динамичная анимация и хотите детально посмотреть, чтобы ничего не пропустить, мы можем поменять скорость воспроизведения, например 50, или даже 25%. Анимация стала замедленная, и снова также посмотреть детально. Например, если мы увеличим Threshold, мы видим, что происходит. Совсем все поломалось, носик начал гулять. Таким образом мы подбираем оптимальное значение. Например, кости, 6 Threshold оставляем. Таким образом мы удалили 700 Vertex трансформов. У нас вместо 2600 стало 1900. Здесь есть небольшие недостатки, допустим, тянется глазик. Можно подправить. Нужно учитывать размер вашей анимации. Например, это в финале всего лишь 200 на 200 пикселей. Поэтому можно посмотреть, как он будет выглядеть уменьшенно. Здесь визуально вообще никаких недостатков нету. Даже если приблизить. Таким образом, в данном случае мы уменьшили на четверть количество Vertex трансформов. Тем самым анимация стала значительно легче для просчета. А еще один момент. Если у вас меши очень разные по сложности, допустим, лицо очень детальное и с сложным мешем, все остальное гораздо проще. Вы можете выбрать только все, кроме лица, настроить как вам нужно. То есть более сильные, возможно, можно будет оптимизировать. Потом выбрать только части, которые относятся к голове и к лицу, и настроить для них в два этапа, так сказать. Но при данном способе все меши сразу, это ускоряет процесс. Обычно этого достаточно, чтобы неплохо очистить веса. Собственно, вот и все.